Удары по Украине и предложение Зеленскому. Россия готова к прекращению огня. Путин озвучил условия и ждет ответа из Киева. Военные НАТО обратились к Путину. Резонансное заявление об атаке по Москве и невозможности поставить русских на колени. О чем речь? Началось. США выводят войска из Европы. Оголяется ли восточный фланг НАТО? С чем связано решение Министерства войны? Берлин готовит ответ Москве и Минску. Германия направит до 12 тысяч дронов «Камикадзе» в Литву. Самостоятельность женщин ведет к глобальному падению рождаемости. Исследование Нобелевского лауреата. Какова ответственность на мужчинах? В России заговорили об отмене пенсий. Для кого? А в Польше и Германии недовольны наплывом молодых украинцев. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите прямо сейчас лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Началось. США выводят войска из Восточной Европы, уходят из Румынии и не только. Решение Вашингтона о сокращении военного присутствия на восточном фланге НАТО стало фактом. Америка выводит около 1200 военных из Румынии, а также части контингентов из Болгарии, Венгрии и Словакии. Сокращение коснется ротационной бригады на базе Михаил Кагелничано в Румынии, где раньше размещалось до 1500 американских солдат. В стране останется около 1000 военных, главным образом на двух базах. Министр обороны Румынии заявил, решение США – это пересмотр глобальной военной стратегии Америки. Во время встречи министров НАТО в Брюсселе Пит Хексет, государственный секретарь по обороне США, еще раз передал европейским партнерам, что теперь, когда европейцы укрепили свои позиции на восточном фланге и в целом в Европе и согласились лучше вооружаться, они будут уделять больше внимания собственной обороне. Соединенные Штаты будут больше смотреть в сторону Индо-Тихоокеанского региона. Напомню, что при этом США оставляют своих военных в Польше и даже могут увеличить контингент в этой стране. Об этом заявлял Трамп, когда впервые встречал в Белом доме нового президента Польши Навроцкого. В то же время Франция уже заявила, что защита восточного фланга НАТО в Европе останется надежной после сокращения численности дислоцированных там войск США. Берлин готовит ответ Москве. Германия собирается совершить крупнейшую поставку ударных беспилотников за всю свою историю. До 12 тысяч дронов «Камикадзе» отправятся в Литву, где размещается новая немецкая бригада НАТО. Цель – укрепление восточного фланга Альянса на линии Россия-Беларусь. Контракты общей стоимостью до 900 миллионов евро получат стартапы «Хелсинг» и «Старк», а также оборонный гигант Rheinmetall. Каждая из компаний получит по 300 миллионов евро. Поставки пройдут поэтапно, об этом пишет Financial Times. Официально Берлин утверждает, что разделение заказа между компаниями должно поддержать конкуренцию и инновации. В то же время канцлер Мерц 30 октября встречается с Эрдоганом в Турции. На повестке оружие, безопасность и Украина. Рейтер пишет, Анкара, обладающая второй по численности армией в НАТО, добивается ускоренного перевооружения. Она хочет приобрести до 40 истребителей Eurofighter Typhoon и в будущем американский F-35, несмотря на санкции США. Если Путин ударит по Брюсселю, Москву сотрут с лица земли. Громкое предупреждение озвучил министр обороны Бельгии Тео Франкен. В интервью бельгийскому изданию Humo Франкен заявил, что некоторые в Европе недооценивают Россию и переоценивают собственные силы. По его словам, НАТО находится в гонке, где Москва пока работает эффективнее, наращивая военный потенциал. Люди, считающие, что русские не страшны, ошибаются. Это геополитическая сверхдержава с сильной армией и огромным боевым духом, говорит Франкен. Он также подчеркнул, что ЕС по-прежнему раздроблен, нет единого командования и быстрого реагирования. По его словам, успех Украины объясняется не слабостью России, а тем, что Киев воюет оружием и деньгами всего Запада. Отвечая на вопрос о риске ядерной эскалации, Франкен заявил, что Путин не решится на крайние меры, потому что знает цену ответа. И если Путин нажмет на красную кнопку и применит ядерное оружие, Москву сотрут с лица земли, заявляет бельгийский министр обороны. Такой же сценарий ждет Россию, если будет нанесен неядерный удар по Брюсселю. Франкен также не видит пути к миру. Давайте послушаем. Я пока не вижу реалистичного пути к миру. Путин не хочет по-настоящему вести переговоры. Он хочет максимально использовать слабость Европы. Чем быстрее мы перевооружимся, тем меньше у него шансов захватить Украину. Но заставить русских военным путем встать на колени не получится, если только не отправить сотни тысяч европейских военных. Я могу это предложить в парламенте, но энтузиазма будет мало.
Он убежден, что военного пути к миру нет, но Россия должна быть сломлена экономически. Франкен называет происходящее новой холодной войной, где стратегией НАТО остается мир через силу. Историческая встреча. Трамп и Си Цзиньпинь встречаются впервые за 6 лет. Разговор в Южной Корее. По данным западной прессы, главные темы этого четверга – торговые пошлины, Тайвань и позиция Китая касательно российско-украинской войны. По данным CNBC, сам факт переговоров сигнализирует, что Вашингтон и Пекин ищут способ снизить напряжение и перезапустить отношения после новой тарифной войны. Как пишет New York Times, Си хочет добиться от США гарантии, что Вашингтон не будет поддерживать независимость Тайваня, а Трамп намерен обсудить, как Пекин может повлиять на Москву и ускорить окончание войны в Украине. BBC при этом пишет, что особого прорыва ожидать не стоит. Рассчитывать можно максимум на перемирие в новой холодной войне, предупреждают эксперты. Козыри есть и у Трампа, и у Си, а фундаментальные проблемы в отношениях неразрешимы, поскольку ни одна из двух главных экономических и военных сверхдержав планеты не готова сдавать позиции в соперничестве за гегемонию в мире. Напомню, на прошлой неделе Трамп выражал надежду на то, что Китай должен помочь США относительно Москвы. Далее цитата. «Как вы знаете, у меня хорошие отношения с Си, мы собираемся встретиться, у нас будет хорошая встреча, я думаю, что мы заключим несколько хороших соглашений». Один из вопросов – это отношения между Россией и Украиной. Конец цитаты. Друзья, изменится ли что-то? Каковы ожидания? Или все будет как и прежде? Поделитесь, пожалуйста, своей точкой зрения. Так же, как и прежде, если не сложно, поставьте лайк и подписывайтесь. А я продолжаю. 11 тысяч российских военных задействованы для окружения Покровской агломерации. Карты того, как наступают россияне, публикуют украинцы. В десантно-штурмовых войсках Украины заявляют, что те силы ВС РФ, которые уже находятся в городе, собираются продвигаться на северо-запад и север от Покровска. В России, как и прежде говорят, ВСУ оказались в окружении в Донецкой области и в районе Купянска-Харьковской. Путин при этом заявил, готов к прекращению огня. Но временному. Говорит, Москва может прекратить боевые действия, чтобы пустить СМИ, далее цитата, в зону окружения. Речь об украинских и западных журналистах и дал понять, что ждет реакции Киева. Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на 2, на 3, на 6 часов, с тем, чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. Мы, наоборот, готовы сделать все так, как я сейчас говорю. Вопрос только в том, готова ли к этому украинская сторона. В украинском МВД при этом заявили, что в районе Купянска ситуация стабилизирована, а оборонительная операция продолжается. В то же время в группировке Объединенных сил ВСУ заявили, что Путин владеет недостоверной информацией о ситуации на фронте. Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он снова вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за своими генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты. Зеленский при этом признает непростое положение для ВСУ на Покровском направлении. Об окружении он высказывался раньше, заявляя, что слова Путина – это ложь. Самая сложная обстановка сейчас на Покровском направлении. Там, как и в предыдущие недели, наибольшая интенсивность боевых действий, сильная концентрация россиян. Оккупанты всеми методами пытаются закрепиться. Каждый уничтоженный оккупант именно там – это результат для всего нашего государства. Ситуация в городе Купянск остается непростой, но в эти дни больше контроля у наших сил. Продолжаем защищать позиции. В то же время в России заговорили о завершении войны. Спецпредставитель Путина Дмитриев, который недавно побывал с визитом в США, не исключил, что война может закончиться уже совсем скоро. «Мы уверены, что мы на пути к миру, и как миротворцы мы должны сделать это возможным», сказал Дмитриев, который также является генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций, на инвестиционной конференции в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На вопрос, возможен ли мир в Украине в течение 1 года, Дмитриев ответил: «Я так считаю». Как минимум 40 официальных заявлений о готовности к мирным переговорам прозвучало с российской стороны с начала этого года. Такие данные приводит Совет нацбезопасности и обороны Украины. И там заявляют, что Украина готова к прекращению огня. Российские чиновники в среднем 4 раза в месяц заявляют о готовности к миру, но каждый раз это не приводит к сдвигам в переговорах. Украина еще в марте согласилась на полное прекращение огня, но российская сторона, прикрываясь различными отговорками, продолжает боевые действия.
Ночной удар по Украине. Еще со второй половины среды мониторинговые каналы и украинские чиновники стали предупреждать о массированной и комбинированной атаке по Украине. Тревогу в соцсетях вызвали предупреждения со стороны глав администраций западных регионов – Закарпатской области и Ивано-Франковской. Один из них заявил, что цели на территории Закарпатья для РФ достижимы. Первыми ближе к полуночи полетели дроны. Под прицелом оказался юг страны, Полтавская область, а также столица. В Украине фиксировали пожары после налета БПЛА. И уже за полночь Россия подняла до 10 бортов стратегической авиации, которые отправились к пусковым рубежам. На момент публикации выпуска атака продолжалась. Одной из главных целей Москвы являлась энергоинфраструктура страны. Оставить без пенсии российских иноагентов предлагает Госдума. Ее председатель Володин заявил, что пенсионные средства россиян, признанных иностранными агентами, нужно перечислять на специальные счета. А если же человек хочет получать свои законные деньги, то придется ответить перед законом. У нас что получается? Человек, предавший страну, ходит по Парижу, а пенсию получает из России. Надо это на спецсчет перечислять. Хочет он получить, пускай приезжает в страну, ответит по заслугам, а дальше, может быть, и не понадобится пенсия, потому что в местах, понятно каких, где надо будет работать, там кормят бесплатно. Напомню, под статус иностранного агента с 2012 года попадали в основном некоммерческие организации, которые получали зарубежное финансирование и занимались политической деятельностью. Затем закон стали применять к юридическим и физлицам, часто и к тем, кто выступил против начала Большой войны. Это артисты, журналисты, музыканты, правозащитники. А вот Европа раздражена теми, кто уезжает из Украины. В Германии и Польше растет недовольство из-за притока молодых украинцев. Об этом пишет Политико. После того, как Киев летом смягчил правила выезда за границу для мужчин 18-22 лет, в Германию и Польшу резко увеличился поток этих молодых парней этого возраста. Только за сентябрь-октябрь границу Польши пересекли почти 100 тысяч человек. В Берлине и Варшаве опасаются, что это вызовет недовольство избирателей, может снизить поддержку военной помощи Киеву и подогреет риторику правых партий. Консерваторы Фридриха Мерца предлагают ограничить соцвыплаты украинцам, особенно молодым мужчинам, чтобы не поощрять бегство от службы. Польская партия «Конфедерация» требует того же, называя молодых людей дезертирами, которых якобы содержат польские налогоплательщики. Такие заявления звучат несмотря на то, как много украинцы делают для экономики страны, уточняет издание. Напомню, президент Кароль Навроцкий уже наложил вето на закон о поддержке украинских беженцев. Хотя украинцы составляют более 6% рабочей силы Польши и вносят значительный вклад в экономический рост, ультраправые политики утверждают, что они получают слишком много социальных пособий. Националистический президент Навроцкий недавно наложил вето на законодательство о помощи украинцам, заявив, что пособия должны получать только те, кто работает и платит налоги в Польше. Аналогичные требования неоднократно выдвигала набирающая популярность ультраправая партия «Альтернатива для Германии». В России вслед за Украиной решили взяться за Машу и Медведя. Популярный мультсериал предлагают не транслировать в телеэфиры и убрать со стриминговых платформ. Об этом пишет издание «Абзац» со ссылкой на российского политолога и общественного деятеля Вадима Попова. Причина – отношения Маши и Медведя противоречат традиционным ценностям. По словам активиста, мультипликационная лента, в которой Маша остается одна и воспитывается медведем, противоречит российским традиционным ценностям. Ребенок, оказавшись без родителей, впитывает в себя неправильные представления о полноценной и крепкой семье. Попов отметил также жестокие и неоднозначные сцены, например, когда Маша с истерикой заставляет волков лечиться, или эпизод с медвежьей любовью, где героиня якобы подает неверный пример девочкам. Напомню, в Украине выступают за наложение санкций на Машу и Медведя. Медиаэксперты и нацполиция утверждают, что в мультсериале есть маркеры российской пропаганды, а именно девочка всегда остается безнаказанной, а в нескольких сериях появляется в советской фуражке и шапке танкиста. Милитаризация с раннего возраста – типичная история для РФ, ранее писал в своем фейсбуке депутат Юрчишин. Кроме того, в Украине сообщали, что деньги от монетизации идут российской анимационной студии.
Падение рождаемости в мире связано с растущей автономией женщин и не только. Так считает нобелевский лауреат по экономике Клаудия Голдин. Она представила исследование, в котором называется «Главная причина глобального падения рождаемости». Это возросшая автономия женщин, получивших больше возможностей для образования, карьеры и контроля над деторождением. По данным ученой, более половины стран мира имеют уровень рождаемости ниже порога воспроизводства населения. Проблема усиливается тем, что мужчины сохраняют традиционные роли, в то время как женщины ожидают равного участия партнеров в заботе о детях. Особенно остро это проявляется в странах, где женщины проводят в домашних заботах и уходе за детьми на 3 часа дольше мужчин. В Японии, Южной Корее, Италии, Испании, Греции и Португалии. Там рождаемость одна из самых низких в мире. Для сравнения, в Швеции и Дании, где разница в нагрузке меньше часа, рождаемость значительно выше. Кроме того, многое для женщин означают и гарантии со стороны государства. Голдин заключает, что низкая рождаемость обусловлена структурными препятствиями. Проблемами с обязательствами внутри пар и отсутствием достоверных гарантий со стороны государства в виде поддержки по уходу за детьми. Без достаточных гарантий поддержки возросшая автономия женщин ведет к снижению рождаемости. Но при наличии таких гарантий она может способствовать ее росту, одновременно повышая продуктивность женщин на рынке труда и создавая более справедливые отношения внутри семей. В этом ли причина демографического кризиса, как считаете? И как считаете, почему пары сейчас все чаще отказываются от рождения ребенка и в ком причина? В государстве, женщине или мужчине? Напишите свое мнение также под этим видео. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.